Добрый вечер, друзья! Сегодня в моем очередном видео поговорим о вопросе, который в последнее время очень часто упоминается в интервью различных функционеров от спорта, тренеров и спортсменов. Причем так часто, что я, учитывая, что мой канал очень широко освещает зимние виды спорта, в особенности лыжи и биатлон, просто вынужден снять ролик на эту животрепещущую тему. Наверняка вы уже догадались, о чем идет речь. Все началось с невинного интервью, которое дал Александр Большунов 6 января после выигранной в Тоблахе гонки преследования. Журналисты, кроме всего прочего, поинтересовались мнением Александра о слабых на тот момент результатах наших биатлонистов, а также задали подковыристый вопрос, касающийся его возможного перехода в биатлон. В последнее время Александр стал классно отвечать на порой глупые вопросы журналистской братьи. Вот и в этот раз он дипломатично ушел от вопроса, дав растяжимый ответ, который заключался в возможном его переходе в биатлон после того, как разрешатся все проблемы в лыжах. Понятно, что потом эта тема стала муссироваться журналистами, и вот сколько было интервью с упоминанием перехода Большунова в биатлон. Вчера на эту тему размышлял наш лучший комментатор лыжных гонок Александр Легков, полностью согласившийся с точкой зрения Большунова и считающий незазорным уход в биатлон, но после того, как спортсмен выполнит все свои цели в лыжах. Также вчера мы услышали мнение на эту тему двукратного олимпийского чемпиона, главы Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрия Васильева. Он посчитал переход Большунова в биатлон нереальным на фоне побед в лыжном спорте. Кроме того, им еще не завоевана олимпийская медаль. Тут я добавлю от себя, у Александра нет пока и золота чемпионата мира. Далее Васильев сравнил лыжника с отсутствием стрелковых навыков с медведем, которого обучают ездить на велосипеде. С его слов, медведь может научиться правильной езде, но это для зверя будет сопряжено с трудностями. Поэтому он категорически против экспериментов с переходами из лыж в биатлон и наоборот. Разумеется, журналисты не могли не спросить об этом отца Александра, а вот он таки пролил свет на это дело, поставив нас немного в тупиковое положение. Все дело в том, что он, оказывается, еще давным-давно предлагал сыну уйти в биатлон на фоне его удовлетворительной стрельбы. Оказывается, со слов отца, у Александра есть свое оружие. Он также рассказал, что с биатлоном в детстве у сына не вышло по причине затратности данного вида спорта. И он порекомендовал сыну перейти в биатлон после того, как тот добьется в лыжах всего того, что он сам пожелает. Интересное мнение высказал сегодня серебряный призер Олимпиады в Ванкувере, заслуженный мастер спорта России Александр Панжинский, который привел много примеров удачных переходов из лыж в биатлон на примере Анфисы Резцовой, Евгения Гораничева, Тимофея Лапшина и Сергея Чепикова. С точки зрения Панжинского, Большунову биатлон на фоне удачных выступлений в лыжных гонках был бы неинтересен. Он заключил, что даже если у Большунова не будет мотивации в лыжах после выигрыша им всего, что можно, он все равно останется приверженцем лыжных гонок и будет, со слов Панжинского, прославлять Россию именно в этом виде спорта. Вот такие разные точки зрения я вам озвучил. Скажу и свое мнение на эту тему. У Александра 3 задачи в лыжах, которые ему предстоит решить в ближайшие годы. Первая – это олимпийское золото, вторая – это золото чемпионата мира. И третья – это малый спринтерский хрустальный глобус. Все остальное у Большунова уже есть, включая большой и малый дистанционный хрустальные глобусы. Ну а дальше как сам того захочет. Вы можете высказать свою точку зрения в комментариях. На этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч на моем канале. С уважением, Ренат.